Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, что ожидается, что планируется и какие движения в первой половине дня предполагаются по нефти, доллару, золоту и другим активам. Так, друзья, вот в телеграм-канале я публиковал то, что касается наиболее важных проблем, которые всех волнуют сегодня. Первое – это то, что связано с ковидным мониторингом. Смотрите, здесь во всем мире ковид пока не отступает, и что характерно, в Соединенных Штатах идет снижение, ну с такой скоростью вакцинации вполне естественно, но при этом, в общем-то, идет обострение в Бразилии, Индии, и континентальная Европа тоже чувствует себя не айс. Рост случаев, то есть выигрыши из таких крупнейших стран, то есть кого эта проблема сейчас не волнует, это, конечно же, Китай, Соединенные Штаты, англосаксонский мир и Россия. У всех остальных более или крупных игроков стран у них ситуация не очень позитивная. То есть идет сейчас рост заболеваемости, и можно сказать, что это какая там третья или четвертая волна. На самом деле, как только Соединенные Штаты решат проблему с вакцинацией, то есть будет провакцинировано более 50%, я думаю, они очень энергично займутся вакцинированием всего мира. 50% порог – это как раз тот порог, который практически на нет сведет эпидемию. И как только это будет достигнуто, ну это, я так полагаю, будет где-то, наверное, к 1 июля, к 1 августа. После этого они активно возьмутся и за Европу континентальную, и за Индию, и за Бразилию. И ковид, я думаю, будет очень быстро побежден, если не возникнет никаких форс-мажоров. Так, друзья, далее то, что касается текущих событий ожидаемых. Сегодня ЕЦБ выступит с пламенной речью по поводу того, что ожидает евроэкономику Евросоюза. То есть вот это время, оно, возможно, вызовет существенную волатильность по евро. Потом в 15:30 ВВП США и в 15:30 первичные заявки по безработице. Ну, мы с вами видим, что сегодня день очень насыщен такими ключевыми событиями, которые в корне могут поменять движение на рынке. Далее, то, что касается России, вот здесь в календарике я разместил советы директоров, иные события, которые происходят. В Суэцком канале идет нешуточная борьба, там отряд буксиров и землекопов прибыл, пытаются они оттащить контейнеровоз 200-тысячный, который перекрыл Суэцкий канал. По официальным заявлениям это возникло в результате песчаной бури, ухудшилась видимость, из-за этого он сел на мель. Ну, на самом деле достаточно странно, там с учетом специфики местоположения эти бури, они бывают постоянно, но если не каждый день, то это не такое редкое явление, и поэтому в связи с тем, что нефти срочно потребовалась поддержка, это достаточно необычное событие. Вот. Ну, из практики, если рассматривать, когда крупные суда садятся на мель, но я не думаю, что это больше недели займет. Скорее всего, этот вопрос в течение сегодняшнего, завтрашнего дня будет решен. И обычно в таких случаях, когда затрагивается, ну, скажем так, какая-то очень важная артерия и с привлечением сил, то есть это вопрос 1-2 дней, ну, недели максимум. Таким образом, этот фактор, он для нефти сойдет на нет. Возможно, даже уже в ближайшие часы или сегодня до конца дня. Так, друзья, далее американские трежерис десятилетние, они начали проседать, но сегодня они пытаются консолидироваться. Вот здесь достаточно тревожный момент. Если они консолидируются, то они, скорее всего, начнут расти. Здесь принципиально важно, чтобы сегодня-завтра вот это движение вниз, оно продолжалось. Далее Китай. Китай сделал двойное донышко, но пока, опять же, критичный уровень он до конца еще не пробит. То есть надо, чтобы пошла проторговка ниже 4900, пока этого не происходит, весьма вероятно он вскарабкается вот сюда, в этот диапазон, и здесь начнет торговаться. Если все-таки пойдет закрепление здесь и дальнейшее движение вниз, то это может послужить толчком для остальных рынков, для того, чтобы началась полномасштабная коррекция. Так, далее индекс доллара, опять же дневной таймфрейм, здесь попытка роста и ухода наверх. Вот сегодня, если он закрепится выше 92,5, то весьма вероятно завтра или в понедельник мы уже увидим от него достаточно шустрое движение на 94. Опять же,
С учетом сегодняшнего выступления, решений по ЕЦБ, вот это движение, оно может кардинально измениться. С 11 часов там начинаются доклады, объявления и так далее. Так, друзья, далее нефть, Brent, дневной таймфрейм. Ну, вчера, благодаря вот этой аварии, произошел отскок, но отскок этот какой-то пока не уверенный. И поэтому, если сегодня пойдет дальнейшее снижение и пробой 62, то это будет означать, что в ближайшее время по факту тестирования 60 разовьется все-таки движение на вот этот сильный уровень, который 56.25, 56.67, вот здесь в этом диапазоне. Если переходить на часовик, текущая ситуация по нефти такова, что если в течение первой половины дня не будет пробоя 63, то есть движение вниз, то, соответственно, мы отсюда уже сейчас получаем попытку отскочить и потестить 64,5. Вот если это значение будет пробито, то, соответственно, отсюда развивается движение, цель которого будет сходить на 65,5. Пока все внимание приковано к тому, что в Суэцком канале происходит, но на текущий момент вот этот отскок, который произошел, он как-то без особого энтузиазма произошел. И поэтому я думаю, если будет пробитие 63 сегодня, то молниеносно будет тестирование 62 сегодня же. И вот если 62, 61,9 будет пробито, то нефть повалится заново. Вот. Пока сейчас текущая формация указывает на то, что все-таки с утра возможна попытка движения на 64,5, 64,5. Так, друзья, далее золото, сразу часовик открываю. Смотрите, вот здесь пошла инициация движения. Первая часть движения на 1735-1737 здесь вот было выполнено. Теперь на текущий момент, если мы удерживаем 1730, то есть вот этот коррекционный откат не приводит к пробитию 1730, то здесь у нас вот это движение наверх, оно продолжается, и цель этого движения на сегодня 1742. При пробое 1742 дальше цель 1754. Если все-таки сейчас вот это движение приведет к пробою 1730, то вероятно мы на сегодня по золоту уходим торговаться в диапазон 1725, где-то вот сюда вот. На текущий момент я вижу больше факторов, которые указывают на то, что разовьется движение по золоту сегодня наверх. Так, друзья, далее серебро. Ну, смотрите, по серебру залегли на грунт 25. Я считаю, это очень хороший знак. Если мы сейчас не пойдем добивать вот этот диапазончик 24, 84, 25, то здесь по аналогии с золотом возникнет динамика движения наверх. Первая цель 25,5. И если здесь вот он закрепится и пробьет, то уже сегодня либо завтра возникнет импульс движения на 26,3. Смотрите, вот по серебру соты очень показательно отработали, там было снижение позиций, и, соответственно, на этой неделе мы видим по серебру ослабление. Так, друзья, далее доллар-рубль, рубль-доллар. Но смотрите, здесь у нас как бы вчера было закрытие на высоте. И поэтому сегодняшний гэп, с которым было открытие внутри этого диапазона, приводит к тому, что движение развивается выше вот этого сильного уровня 76,2. Но сейчас с учетом текущих обстоятельств принципиально важно, как сегодня будет построено закрытие. Если сегодняшнее закрытие выше этого значения, весьма вероятно завтра и на следующей неделе уже как бы закрепление будет в этом диапазоне рубль-доллар. Обращаю внимание, что вот этот уровень 77.35, он очень сильный, и при подходе к нему здесь могут произойти многократные отбития и возврат вот сюда, в этот диапазон. Так, друзья, далее рубль-доллар, перехожу на 15-минутку. По 15-минутке здесь у нас вот этот вот размах, он закрыл многие вопросы, которые висели со вчерашнего дня. Сейчас вот эта консолидация, которая происходит, если здесь возникает пробитие 76,2 в ближайшее время часы, то у нас отсюда развивается повторный импульс движения, цель которого потестить 76. Вот 76 в случае пробоя приведет к тому, что движение разовьется на 75-75, и, соответственно, проторговка рубль-доллар будет в этом диапазоне.
Если сейчас в первой половине дня мы не пробиваем вот это значение 76,2, то весьма вероятно, что отсюда будет отбой и повторное движение во второй половине дня. Цель этого движения будет уход на 76,6 вот сюда вот. И в случае дальнейшего пробоя 76,7 тут уже развивается движение, цель которого 77 и возможно даже 77,35. Я думаю, что с учетом предыдущих дней роста, наверное, если нефть не начнет стремительно падать, Центробанк вот это движение на обесценивание рубля против доллара будет пытаться сдерживать. И поэтому сейчас, вот исходя из тех реалий, которые мы имеем, мне напрашивается на ум эта попытка тестирования вот этого диапазона, ну точнее даже сильного уровня 76,2. Если он будет пробит, то движение вот сюда вот и попытка закрепиться под сильным уровнем 76,2. Если все-таки сейчас вытащат контейнеровоз, который там застрял, и нефть начнет падать, то нас ждет движение, цель которого сегодня уже будет тестирование и пробой 77. В любом случае, какого-то дальнейшего движения на этой неделе выше 77,35, я думаю, вероятность такого движения очень невелика. Ну а исходя из часовика, наиболее вероятно первая половина дня у нас пройдет в диапазоне 76,2, 76,65, вот здесь вот. Так, друзья, далее евро-доллар. По нему вчера я подробно свое видение, а также какие ветры дуют, изложил. Ну смотрите, здесь сейчас разворотная формация образовалась. Но я бы пока евро-доллар не трогал. Я посмотрел бы, какое движение будет в 11-12. И после этого здесь либо будет закрепление, и отсюда очень стремительное движение на 1,1930. Либо пока что здесь больше факторов указывает на то, что будет пробитие вот этого уровня и попытка под ним закрепиться. Но обращаю внимание, главный валютный стратег General Society считает, что песня доллара спета, и он доживает последние недели своей силы против евро и других валют. Евро-доллар сейчас бы я не трогал, я бы дождался, какое будет решение от ЕЦБ. И исходя из этого уже надо будет посмотреть и все взвесить. Так, друзья, далее фьючерс РТС июньский. Ну смотрите, здесь у нас идет борьба за 139 500. Если мы сегодня не пробьем вот это значение, то мы в этой проторговочке еще какое-то количество дней, наверное, побудем в диапазоне 143-140. Вот здесь вот 3000 хода будем торговаться в этом диапазоне. Если 139 500 по каким-то причинам пробивается, то будет весьма вероятно сразу резкое движение, цель которого 134 500, 135, вот сюда вот. Ну и переходя на часовой таймфрейм, он очень позитивный. Он указывает на то, что сейчас отсюда развилось движение, цель этого движения 143 250. Это движение отменяется, если в результате отката будет тестирование 139 500. Вот если такое происходит, то скорее всего либо будем болтаться в районе этого значения, либо пойдем ниже. Так, друзья, далее Сбербанк. Вот у нас 282, 281,5 уровень пока держится. Он падать не будет. Если этот уровень будет пробит, то отсюда разовьется сначала откат на 278, потом попытка тестирования 273. А если переходить к часовику, то здесь важно на открытии, чтобы был удержан 284, 283,5. Если вот этот диапазон на открытии не будет пробит, то весьма вероятно, что вот это все движение, которое было вечером, оно приведет к тому, что Сбербанк прямо уже с утра попытается сходить на 289. Если здесь возникает пробитие, то будет уход на 282, 281,5. И если этот уровень не будет пробит, он в этом диапазоне будет консолидироваться и торговаться, ну, наверное, несколько часов. Так, друзья, далее Норильский никель, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, здесь пробой диапазона произошел. Соответственно, комплекс причин. И то, что касается дивидендов, и то, что касается многочисленных аварий. Поскольку он не удержался, то в ближайшее время, если продолжится нахождение под этой зеленой линией, открывается шанс движения на 18.30 и потом, возможно, ниже.
Если опираться на 4-часовик, то здесь произошел мощный выкуп, где-то здесь вот в районе 4-5 вечера вчера. И в том случае, если не будет сегодня пробития 21 тысячи, 21 200 вот этого диапазончика, он попытается отскочить, и цель этого отскока будет движение на 22 тысячи, 22 100, вот сюда, вот в эту область. Если здесь возникает пробой, то уже прямо сегодня он летит на 20 300, и уже в районе этого уровня он будет консолидироваться. Друзья, все основные инструменты. Спасибо за внимание. Успешных торгов. До свидания.